Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радекин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. В России разворачивается кризис угольной отрасли. Добыча падает, все в курсе, но никаких мер не применяется. Но почему-то добыча растет в Якутии. Борис Леонидович, пожалуйста, прокомментируйте, почему так неравномерно растет и падает добыча угля в России. Причины кризиса, в общем-то, известны, и предложение от Министерства энергетики, как с кризисом справиться, тоже известно. Упала цена на мировом рынке, а поскольку наши угольные компании все, что с углем делают, это добыли, отвезли, перегрузили на морское судно, если требуется, или по железной дороге. На самом деле, что касается погранпереходов, то есть прямого железнодорожного сообщения России и Китая, в процентах рост очень большой, но поскольку стартовали с очень низких позиций, из Забайкалья везут, и широко известный в узких кругах китайско-еврейский железнодорожный мост вовсю работает. Я не знаю, как его обозначать по-другому. Можно, конечно, название запоминать, но это мост через Амур железнодорожный из нашей еврейской автономной области в Китайскую Народную Республику. На мой взгляд, для краткости так и можно называть еврейско-китайский железнодорожный мост. Если в Израиле слышат, пусть завидуют молча. Они такое вряд ли повторят. Помимо падения стоимости, как ни странно, негативную роль и очень серьезную играет повышение курса рубля по отношению к доллару, что продавать на внешние рынки мы по-прежнему стараемся за доллар или с пересчетом через доллары, но количество рублей становится меньше в каждой тонне угля. На день сегодняшний экспорт просто стал невыгоден. То есть прибыль на внешнем рынке не покрывает те расходы, которые у наших угольных компаний есть. У угольных компаний по-прежнему нет никакой ассоциации или чего-то их объединяющего с тем, чтобы было удобно хотя бы вести переговоры с Министерством энергетики. Частных компаний у нас больше 100 штук. И если Министерству энергетики для того, чтобы решать проблему угольной отрасли, необходимо выяснять, как у кого идут дела, но это будет, наверное, не очень результативно, я мягко высказался. А в результате всех процессов приватизации государственная угольная компания у нас ровно одна, добывает уголь на Шпицбергене, то есть обозначает присутствие России на границе с Норвегией, в Арктике. Это с политической точки зрения важно, с экономической никакого смысла в этом нет. Тем более, что от Министерства энергетики эта компания передана в видение Министерства экономического развития. Основная цель – превратить Шпицберген в туристический объект. Действительно, места уникальные, действительно интересно, но уголь там требуется для того, чтобы те, кто там работает, были в тепле. На этом, собственно говоря, все и заканчивается. Соответственно, продвигать государственную политику в угольной отрасли, ну, чисто организационно сложно, для чего потребовался такой объем приватизации, тоже сказать сложно. Владельцы угольных компаний предыдущие годы работали в одном режиме. Если возникают проблемы, те или иные, надо идти к губернатору, где вы находитесь, и спокойно решать все проблемы. В прошлом году выяснилось, что на таком уровне проблемы уже не решаются. Разумеется, это связано и с ростом тарифов нашей многоуважаемой РЖД. Она продолжает их наращивать. Не очень аккуратно в прошлом году, но это уже как бы общее мнение, сработал Минфин, были введены экспортные пошлины, и на тот момент, когда цены пошли вниз, Минфин не успел среагировать. Эту экспортную пошлину отменили, но уже осенью, надо было на самом деле весной. Кроме того, как ни странно, не были выяснены до конца отношения с Китаем. Китай, увидев, что у нас есть экспортная пошлина, тут же ввел импортную пошлину. И у нас на 14% просел объем экспорта в Китай. Мало того, что с ценами была вот такая беда. По данным Росстата, объем добычи в прошлом году снизился на 0,6%, 427 миллионов тонн добыто. Вполне традиционно половина на экспорт, половина внутреннее потребление, но поскольку у угольных компаний нет ассоциации, в результате отрасль получает пинки со всех сторон, декарбонизация, прочие ужасы, уголь не в моде, новые угольные электростанции позволяют себе строить на день сегодняшний только компания «Росгидро», и то она это делает вынужденно. Мало того, что угольная электростанция и компания под названием «Русгидро»,
уже хорошо звучит. Угольные электростанции Росгидро – это Дальний Восток. Дальний Восток – это средний возраст угольных электростанций куда-то за полсотни лет. То, что Росгидро сумела сделать на первом этапе модернизации Дальнего Востока, загнало, ну, в буквальном смысле загнало в кредитные проблемы. Если раньше 100% акций принадлежало государству, нашему Росимуществу, то сейчас больше 30% принадлежит банку ВТБ, слава богу, он тоже государственный. Но это не означает, что Росгидро не обязана рассчитываться по всем кредитам, какие у нее только были. В этом году руководство Росгидро приняло решение дивидендов не платить, потому что проблемы нарастают. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. В том числе и потому, что до 1 января этого года цены на электроэнергию на Дальнем Востоке были регулируемыми, то есть никакого рынка не было. Стараниями Федеральной антимонопольной службы Росгидро не имеет права подписывать долгосрочные контракты на поставку угля с российскими компаниями. Мне кажется, это проявление высочайшей государственной мудрости, очень такой правильный поступок. То есть российская частная угольная компания имеет право подписать договор с, ну, не знаю, с условным потребителем в Китае, в Индии лет на 10, на 20. А в России только ФЗ-34, только тендеры со всеми отсюда вытекающими. На мировом рынке цена стала выше, Росгидро вынуждена дороже покупать уголь. А у нас налогообложение, налог на добычу полезных ископаемых за базу берется стоимость угля, каменного угля Австралии. Это абсолютно логично. Какой налог брать с тех, кто добывает уголь, ну, не знаю, в Воркуте? Разумеется, в зависимости от того, как идут дела у австрийских горняков, австралийских горняков. Абсолютно разумный подход. И я считаю, что это, ну, такое серьезное достижение Министерства финансов. Они молодцы. Сколько должна платить, какие налоги должна платить компания в Ростовской области? Исключительно в соответствии с тем, что у нас творится в Ньюкасле. Абсолютно логично. Ну, вот результат. Если по маркам угля, то прибавил в объеме бурый уголь. Бурый уголь идет в основном на производство тепловой энергии, не электрической. Все рассказы о том, что у России замечательный по зелености энергобаланс, они, конечно, хороши, но действительно у нас много электроэнергии вырабатывается на гидроэлектростанциях, на атомных электростанциях. У нас газовые электростанции больше 45%. Все хорошо, все правильно, достаточно зелененькое. Но 70% первичных энергетических ресурсов, используемых в России, идет на производство тепловой энергии. Если кто-то не в курсе, у нас прохладненько. Вот в прошлом году было прохладненько, в 24-м, соответственно, бурого угля потребовалось больше. Как сующийся уголь, несмотря на все проблемы, на него тоже цены пошли вниз. Как сующийся уголь – это сердце металлургии, именно там для производства стали он необходим, прибавил почти 4%. Антрацит, то есть это высококалорийный уголь, опять же, требуется для энергетики, минус 13,6%. В общем, вот такой итог. При этом, что касается Якутии, то по итогам 2024 года объем добычи немножечко вырос на 28%. Составил 49,4 миллиона тонн. Это второе место в России. Первое место, разумеется, на Дальнем Востоке. То есть первое место по-прежнему Кузбасс, разумеется, там больше 200 миллионов тонн. Но Якутия идет вот в таком темпе. И в этом году рассчитывает еще процентов 10-15 прибавить. Причина, да, понятно, короткое транспортное плечо. Если Кузбасс до портов Дальнего Востока – это 4500 километров, то в Якутии расстояние значительно короче. Каким-то образом сумели договориться по поводу экспорта с РЖД. Не знаю, чего это стоило руководству Якутии, как они этого добиваются. Ну, как-то сумели. Вроде бы
большого количества машин скорой помощи управления РЖД не наблюдалось, но сумели. Причем, если смотреть по тому, как нарастал экспорт, на экспорт отправили вот из этих 49 миллионов добытых тонн 26, чуть больше половины. 10 месяцев шло отставание, несмотря на все согласованные графики, и совершенно внезапно за ноябрь-декабрь вышли на годовые нормативы. Не знаю, чего им это стоило. Удастся ли Якутии выполнить свои планы? Мне кажется, что да. Связано это не только с тем, что на Нерюнгенском месторождении все активнее работает Колмар. Колмар компания действительно уникальная, добыча шахтным методом вот, в солнечной Якутии. Это, конечно, юг Якутии, но, тем не менее, зимой все те же минус 60. Но, тем не менее, работают. Они смогли прибавить по объемам добычи 14% за год. Вышли на 13,1 миллиона тонн. Нерюнгенское месторождение разрабатывается с 70-х годов и, ну, на мой взгляд, относится к фантастическим. Слои угля толщиной 16 метров, 20 метров. Идет добыча и в разрезах, и в шахтах, и количество постоянных сотрудников растет, и прикладывают максимум усилий, чтобы не было вахтовых поселков. Нерюнгри – это второй город в Якутии по численности населения. По итогам прошлого года 7 тысяч постоянных сотрудников. То есть, ну, все более и более серьезно. Готовится к открытию еще и вторая шахта. Так что здесь объемы хороши, но, конечно, по сравнению с тем, что мы наблюдаем у компании «Эльга-Уголь», несмотря на то, что действительно очень хорошие показатели, до «Эльги-Уголь», мне кажется, дотянуться вряд ли кому-то удастся. За прошлый год объем добычи вырос до 28,6 миллионов тонн, то есть за год прибавка составила 36,2%. Таких угольных компаний у нас больше в России нет. Но, собственно говоря, и такое месторождение, как Ильгинское, как сующийся уголь, действительно высококачественное по международным классификации 2,2 миллиарда тонн объем извлекаемых запасов, минимум химических примесей, то есть нет всего того, что мы так не любим, нет серы, нет мышьяка, нет вот всего того, что отравляет окружающую среду, поэтому, разумеется, на международном рынке этому только рады. Но темпы роста, конечно, напомню, что на момент смены владельца, новый владелец рассчитался по всем кредитам, которые возникли у компании Mitchell, объем добычи составлял 7 миллионов тонн, и это был 2020 год. Сбрасываем 2020 год, потому что этот год ушел на то, чтобы рассчитаться со всеми банками и так далее, и так далее, принять дела. Значит, за 21, 22, 23, 24 год, за 4 года объем нарастить с 7 миллионов тонн до 28,6 миллионов тонн, мне кажется, что такое сложно ожидать. Напомню, что по планам компании полка добычи должна составить 50 миллионов тонн, и в этом отношении в России это точно будет уникальный проект. Да, есть компании, ну, если брать тот же СУЭК, сибирскую угольную энергетическую компанию, да, конечно, объем добычи значительно выше, но с одного месторождения поднимать такие объемы, такого у нас больше пока нигде нет. Может, когда-нибудь и появится, но будем наблюдать. Будем наблюдать, конечно, за всеми рассказами о том, как уголь никому больше не нужен, все от него отказались, вся передовая часть человечества дышит свежим воздухом, это замечательно, но напомню, что год за годом, процент за процентом объем добычи угля увеличивается, а поскольку база там, мягко бы сказано, достаточно высока, но по итогам 2024 года почти 9 миллиардов тонн объем добычи, и останавливаться он не собирается. Когда нам говорят, что объем добычи угля вырос всего на 1,5%, ну, можете посчитать сами, что такое процент такого объема. Ну и одно из таких сенсационных событий – это то, что в прошлом году было завершено строительство новой железной дороги в России. Да, частная самая протяженная Тихоокеанская железная дорога из Якутии
с Эльгинского месторождения в Хабаровский край, мыс Манорский, где построен новый морской порт под оригинальным названием Эльга с Эльгинского месторождения. То есть, если сейчас говорить, как мы обычно железную дорогу там, от такого-то пункта до такого, то с Эльгинского месторождения до порта Эльга. С месторождения Эльга до порта Эльга. 530 километров, если просто считать одноколейную вот эту железную дорогу, или как они правильно называются, я не самый большой железнодорожник, в общем, один путь. Но для того, чтобы поезда могли расходиться друг с другом, встречная, разумеется, выстроена сортировочные всевозможные узлы, и общая протяженность более 600 километров. Таких частных железных дорог у нас еще не было. Ее почему-то время от времени называют первой частной железной дорогой в России, но это, мягко будет сказано, неправда. Первая была построена еще в начале нулевых. Построил ее «Русал» для того, чтобы с месторождения в Коме на свои уральские заводы вести сырье для производства алюминия. Но там протяженность, мягко будет сказано, значительно короче, 100 километров. Дальше, вот я не знаю, как правильно, считать ли «Газпром» частной компанией. Во всяком случае, пути не общего пользования до Баваненкова, значит, это было в советские времена, не закончено, там весьма серьезная продолжительность, и тоже по вечной мерзлоте. И вот новое событие, 600 с лишним километров. Если говорить, как вывозился уголь в 2024 году, шел он через БАМ, поскольку еще одна частная железная дорога, которую в 2012 году, по-моему, завершили, если навскидку могу я ошибаться, от БАМа, от станции УЛАК до Эльгинского месторождения, там 330 километров. Здесь в 2 раза протяженнее. То есть теперь у нас есть частная угольная компания с собственной железной дорогой в 1000 километров. С учетом того, что дорога проложена по вечной мерзлоте, на полную мощность вывоз еще не начат. Если говорить о том, как строился Малый БАМ, дорога от БАМа до той самой станции Нерингри, поверх вечной мерзлоты, год никто никуда ничего не возил. Требуется время для того, чтобы поверх вечной мерзлоты вот все устоялось, усадку дало, как при строительстве дома. Так что я думаю, что все планы Ильги, а, соответственно, и все планы Якутии в этом году будут реализованы, потому что заканчивается тот самый год, необходимый для того, чтобы дорога могла принимать такие грузы. Так что будем смотреть. Ну и напомню, что у Якутии есть еще один план. Я надеюсь, что к реализации приступит, если не в этом году, то в следующем. Это железная дорога до реки Амур, станция Джалинда. В 2002 году она перестала функционировать. Там была паромная переправа через Амур в Китай. Сейчас договоренности между Якутией, руководством Якутии, руководством Амурской области и Китайской Народной Республики достигнута. Если вот эти 80 километров железной дороги удастся восстановить, соответственно, создать пограничный пункт, таможенный пункт, то это возможность на первом этапе вывозить порядка 5 миллионов тонн. Какой груз туда пойдет, будем смотреть, что придумает Якутия, но у меня есть подозрение, что это снова будет уголь. Это наиболее разумно. Китайцы принимать груз готовы. Есть предварительная договоренность, что если до 5 миллионов тонн грузооборота удастся выйти, то речь пойдет о строительстве нового железнодорожного моста, и тогда будет совершенно другой объем. Но какой это уголь будет, зависит только от Якутии. Есть Нерингольское месторождение, есть Ильгинское, и есть еще огромный потенциальный запас. Может быть, это один из тех проектов, который поможет всему нашему Дальнему Востоку, а необходимость разворота на юг и на восток президент России говорил еще весной 2022 года. Будем смотреть из весны 2025 года, с какой скоростью мы сможем разворачиваться. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч.
Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Новости о проекте появляются прежде всего именно там. Всем спасибо за внимание.